Сегодня готовлю очень простой, но необычный суп из сардин, молодого кабачка и кремового сыра. Он получается густой, нежный, сытный и очень ароматный. Без сливок, из простых продуктов и с высоким содержанием белка. Покажу весь рецепт пошагово. Сначала беру один молодой кабачок и натираю его на терке для корейской моркови. Теперь беру банку сардин, сливаю всю жидкость. Убираю крупные косточки и разминаю рыбу вилкой на небольшие кусочки. Можно оставить сардины и более крупными кусками, но мне нравится, когда рыба равномерно распределяется по супу и каждый кусочек дает вкус бульону. В кастрюлю отправляю 30 граммов сливочного масла. Когда масло полностью растаяло, добавляю нарезанный лук и начинаю его слегка обжаривать. Следом натираю морковь и отправляю ее к луку. Теперь беру сладкий перец. Я взяла немного красного и желтого, чтобы суп получился ярким, красивым и по-настоящему аппетитным. Нарезаю перец небольшими кубиками и тоже добавляю к овощам. Теперь беру молодую картошку. Я нарезала ее небольшими кубиками, чтобы она быстрее приготовилась и хорошо сочеталась с нежной текстурой супа. Отправляю в кастрюлю и сразу заливаю все кипятком. Добавляю соль по вкусу и довожу суп до кипения. Как только закипел, добавляю несколько горошин душистого и черного перца, лавровый лист. Хорошо перемешиваю и варю до тех пор, пока картофель почти полностью не приготовится. Когда картошка уже мягкая, добавляю специи, молотый черный перец, сушеный чеснок и немного куркумы. Куркума даст супу красивый золотистый цвет и сделает бульон еще аппетитнее. Теперь добавляю сардины. С этого момента вкус супа становится более насыщенным, глубоким и рыбным, но при этом очень нежным. Кабачок я кладу почти в самом конце, потому что он очень быстро готовится. Так он остается нежным, красивым и не превращается в кашу. Добавляю примерно 100 граммов кремового сыра и хорошо перемешиваю, чтобы он полностью растворился. Посмотрите, каким красивым становится суп. Золотистый кремовый бульон, яркие овощи, тонкие полоски кабачка и нежные кусочки сардин. Даю супу снова закипеть и варю буквально 2 минуты. В самом конце добавляю свежую зелень, выключаю огонь, накрываю кастрюлю крышкой и оставляю суп настояться примерно на 10 минут. Разливаю суп по тарелкам. Нежный, сливочный, сытный. Отличный вариант для обеда, когда хочется чего-то горячего, но без долгой готовки. Попробуйте этот суп, он действительно получается вкуснее, чем можно ожидать от таких простых продуктов. Если рецепт вам понравился, поставьте лайк, для меня это очень важно.